Всем привет! Продолжаем познавать, что интересного выпускает Anker. В одном из прошлых видео я рассказывала о портативной акустике от этого бренда. А сегодня послушаем беспроводные наушники Soundcore Space NC. Если верить производителю, то тут одна из лучших систем активного шумоподавления. То есть даже без музыки, просто надеваешь наушники, включаешь кнопку и звуки вокруг исчезают. Или, по крайней мере, становятся намного тише. Что же, проверим, как шумодав работает в действительности и сильно ли он влияет на качество звука. Но для начала давайте быстро пройдемся по внешнему виду, а потом уже вернемся к впечатлениям. Space NC поставляется вместе с классным кейсом. Тут у нас сами наушники, есть микро-USB для зарядки и кабель для проводного режима. Можно слушать музыку и по Bluetooth, и по старинке. Конструкция у модели складная. Чашки собираются вовнутрь и поворачиваются в сторону пользователя. За счет этого крупные полноразмерные наушники становятся довольно компактными. Они без проблем влезут в женскую сумку, например. На вид и по ощущениям крепления чашек прочные, но проверять это я не советую. Все-таки тут пластик, а не металл. Благо за неделю использования у меня не было такого, чтобы они случайно слетели с головы. У них комфортная посадка с хорошим прижимом, можно даже побегать, если габариты не смущают. Материалы мягкие, вообще не давят, особенно амбушюры, куда уши проваливаются полностью. За это я люблю полноразмерный формат. Надел и забыл. И если пропустить микрофоны, которых сразу несколько штук, элементов на корпусе немного. Слева тумблер шумоподавления, а справа кнопка включения и приема вызова, а также пара портов. Еще на этой стороне сенсорное управление, и вот с ним у меня вышло неприятное первое впечатление. Дело в том, что я привыкла снимать наушники вот так, полностью касаясь чашек, но с анкерами это не проходит. Ты постоянно то плей случайно нажмешь, то наоборот паузу, когда просто поправляешь посадку или вообще трек переключишь. Вроде бы ничего, но когда слушаешь полуторачасовой сет, ты уже где-то на середине и тут случайно включаешь следующий. Нужно доставать телефон, искать заново то место, в общем, целое дело. Но потом где-то за день отучилась хватать чашки и наконец-то смогла оценить удобство сенсорного управления. Это действительно лучше, чем вслепую искать кнопки. Нужно изменить громкость, свайпаешь вверх-вниз, переключить трек вперед-назад, поставить паузу или сделать плей, нажатие. В общем, после недели такого использования сделала вывод, что кнопками довольна. Главное отучить себя прижимать ладони к чашкам. Теперь звук. С первых секунд он мне полностью понравился. По ширине диапазона, чистоте и громкости. Звучание сбалансированное, в нем достаточно высоких и в меру низких частот, так что нет желания открывать эквалайзер. Все на очень хорошем уровне не только как для Bluetooth наушников, но и на фоне крутых проводных вариантов, которых я переслушала немало. И самое крутое, что все это не меняется после включения шумоподавления. Давайте по порядку. Для имитации шума я включила музыку на колонке, села напротив и просто надела выключенные наушники. За счет хорошего прижима и закрытой конструкции чашек они даже так неплохо заглушили музыку. Потом включила тумблер, появился еле слышный белый шум, и половина громкости просто пропала. Не чуть-чуть, а прямо половина, может даже 60%. Это впечатляет. Дальше я включила музыку уже в наушниках. Теперь слышно, что звуку немного срезала высоких частот и при этом заметно добавила басов. На высокой громкости динамики даже стали вибрировать, что не всегда комфортно. Открыла эквалайзер, скрутила чуть низкие, добавила высоких, и звук вернулся почти в исходное состояние. В итоге Anker сделала очень крутое шумоподавление, которое минимально влияет на музыку. С ним можно чуть ли не вплотную прижаться к громким колонкам и не слышать ничего, кроме музыки из наушников. Про метро и шум улицы, например, вообще говорить нет смысла. С другой стороны, должна напомнить и о безопасности, ведь иногда важно слышать, что происходит вокруг, так что используйте эту крутую особенность с умом. Как гарнитура Soundcore Space NC не такие выдающиеся. Да, слышно нормально, и несколько микрофонов тоже хорошо убирают шум, но качество передачи голоса среднее. Остался еще один значимый момент для беспроводных ушей – автономность. Официальные характеристики говорят о 20 часах в беспроводном режиме и 50 в проводном с активным шумодавом. В зависимости от громкости у меня получались плюс-минус те же часы. За всю неделю заряжала их только один раз. И то не потому, что сели, а за компанию со смартфоном, который тогда тестировала. Итак, какие выводы я сделала после недели использования этих наушников? У Space NC есть 3 главных плюса. Качество звука, отличная система активного шумоподавления и то, что эти 2 пункта почти никак не влияют друг на друга. В
Включение тумблера минимально искажает звучание, что легко правится эквалайзером. При этом вам гарантированно не помешает окружающий шум. Еще можно вспомнить про комплектный кейс, складную конструкцию, комфортную посадку и живучую батарею. В общем, если нужны беспроводные полноразмерные наушники с отличным качеством звука и шумоизоляции, то в списке кандидатов обязательно должны быть Anker Soundcore Space NC. Пишите, как вам эти наушники, и ставьте лайк, если видео было полезным. Также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мы часто касаемся темы звука. Например, недавно изучили Bluetooth наушники от JBL и разобрались в портативных колонках от Sony. Пока!